От пациентки. Постоянные боли в районе эпикастрия, чувство жжения, распирания, урчания, плохое самочувствие. ФГДС, колоноскопия, КТ с контрастом ОБ, ОГК, ОМТ не показали, что может вызывать такие симптомы. Поставили диагноз панкреатит, но лечение, назначенное гастроэнтерологом, не помогало. Гастроэнтеролог направила на ангиографию. Ангиография первая от 16 апреля 2022 года показала стеноз ВБ 56%. Отправляла КТ-снимки котову МА. Выставлен стеноз 70%. 12 января 2026 года проведена повторная ангиография, стеноз 43%. Нужно второе мнение. Стеноз без лечения уменьшился, получается. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 1976 года рождения. Дата исследования. 12 января 2026 года в динамике с КТ от 16 апреля 2022 года область исследования. Ангиография брюшной аорты и ее ветвей при анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. При компьютерно-томографической ангиографии брюшной аорты и ее ветвей экстравазации контрастного вещества не выявлено. По стенкам аорты визуализируются единичные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Диаметр брюшной аорты на уровне диафрагмы составляет 19 мм, на уровне отхождения чревного ствола 19 мм. Чревный ствол отходит от аорты диаметром 5,4 мм. Чревный ствол не сужен на всем протяжении, делится на общую печеночную артерию диаметром 4,0 мм, селезеночную артерию диаметром 4,5 мм и левую желудочную артерию диаметром 2,3 мм. Верхняя брыжеечная артерия в области отхождения диаметром 6,6 мм. В 9 мм от отхождения от аорты на протяжении 18 мм ее диаметр до 3,6 мм, с формированием стеноза 45% понащит. Ранее 6 мм от аорты и на протяжении 24 мм ее просвет сужен до 2,0 мм, за счет циркулярного утолщения стенки до 3 мм, без кальцификации, с формированием стеноза до 70% понащит. Нижняя брыжеечная артерия 1,9 мм. Брюшная аорта на уровне отхождения почечных артерий 17 мм. Диаметр правой почечной артерии составляет 6,0 мм, левой 5,5 мм. На 6 мм ниже основной левой почечной аретрии сформирована добавочная диаметром 2,0 мм, идущая в ворота почки. Диаметр аорты в инфравенальном отделе составляет 13 мм, на уровне бифуркации 13 мм. Диаметр правой общеподвздошной артерии 8,5 мм, левой 8,8 мм. Заключение. КТ-картина атеросклероза аорты, стеноза в БА 45% понащит, добавочные артерии левой почки. По сравнению с КТ от 16 апреля 2022 года Г. Положительная динамика, редукция явлений стеноза в БА, в остальном без динамики. Рекомендован КТ-контроль, консультация сосудистого хирурга. 12 января 2026 года КМН. Доцент Котов МА. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Как я писал ранее, стеноз ВБА был не за счет атеросклеротических бляшек, а за счет утолщения стенок артерии. Сейчас стенки стали более тонкими, и стеноз, соответственно, уменьшился до 45%. Думаю, что это скорее какой-то воспалительный процесс, артериит, был. Вам нужно к сосудистому хирургу.